Здравствуйте! Сегодня у нас стрим. Я проведу для вас стрим на тему «Наш брак на грани разрыва». Почему так бывает? Что делать в такой ситуации? И, конечно, отвечу на вопросы здесь. В последнее время я получила много вопросов на эту тему, именно потому что поделилась в своем личном аккаунте в Инстаграме тем, что, в принципе, сама сейчас проживала такую ситуацию в своем браке со своим мужем и немножечко делилась личным, что мы делали и как это проходило. Поэтому эта тема для меня совсем недавно была актуальна, и, собственно, поэтому она и выходит здесь. Я сейчас открою трансляцию у себя на телефоне, чтобы видеть лучше вопросы. И приступлю. Проверю, что меня слышно и видно хорошо, замечательно. Вот, вижу свою трансляцию. Да, сейчас увижу вопросы, которые вы здесь будете писать, я их здесь увижу. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. Присоединяйтесь. Сейчас немножко поговорим про вообще тему брака на грани разрыва, почему так бывает и что с этим делать. Смотрите, вот живут люди, живут долго вместе, и наступает в какой-то момент кризис отношений. И дальше у людей есть варианты, что делать. Упереться в этот кризис отношений как в тупик. Начать обижаться друг на друга, предъявлять претензии, не находить никаких компромиссов или все компромиссы пробовать, они никакие. То есть это ощущение тупика. Или обратиться к специалистам, соответствующим, подходящим, и найти какой-то новый вариант, как проживать эти отношения, как вести себя друг с другом. По сути, научиться вести себя друг с другом иначе. Почему это важно? Когда наступает кризис в отношениях, мы действительно упираемся как будто в стену. И стена – это не что иное, как наше неумение делать по-другому. Давайте посмотрим на самое начало, как вообще отношения начинаются и что такое любовь. Встречаются два человека вместе. Они влюбляются. Кто как может. Мы все чувствуем любовь по-разному. Например, какая-то женщина может влюбиться в мужчину просто потому, что у него сильные руки, а у нее когда-то была в подростковом возрасте травма того, что ее кто-то обижал, ей не хватало того, чтобы ее защищал мужчина, или у нее был какой-то очень слабый папа, или наоборот, у нее был очень сильный папа, который всю жизнь физически защищал маму, мама восхваляла его за это, и тогда женщина вырастает с такой зашитой в подсознании программой, что вот этот мужчина с сильными такими мышцами на руках – это тот мужчина, к которому я испытываю сексуальное влечение, к которому у меня наступает влюбленность. То есть у нас у каждого в подсознании, там, в подкорках зашита программа, на что мы влюбляемся. И мы притягиваемся друг к другу, мужчина и женщина, именно этими программами. Мы ищем в противоположном поле именно какие-то определенные качества или какие-то внешние признаки, которые нас с чем-то роднят из нашего прошлого. Кто-то может влюбиться в женщину именно с определенным носом, который будет, допустим, отголоском чего-то. Мы очень уникальны, у нас есть уникальные вот такие предрасположенности. И вот встречаются мужчина и женщина, и они чувствуют сперва влюбленность. Это первая стадия отношений. Влюбленность, когда мы идеализируем партнера, так природой задумано, у нас гормоны вырабатываются определенные, нам кайфово, мы в состоянии такого легкого опьянения влюбленностью. Мы не замечаем недостатки партнера, мы к нему притягиваемся на уровне нашего тела. Нас к нему влечет, мы его хотим, мы хотим слышать его голос, нам приятно, что он нас трогает. Мы немножечко опьянены. И так устроена наша система восприятия мира, а именно наши глаза, что мы видим мир в дырочке. Представьте, как дуршлаг, где мы макароны с вами освобождаем от лишней воды, да, делаем их сухими. Вот он такой весь в дырочку. И по сути, физически наши глаза так устроены, что мы видим мир тоже в дырочку.
И те дырочки, где мы не видим мир, где пустота, там наш мозг дорисовывает картинку. Поэтому, когда мы видим что-то первый раз, мы улавливаем только какие-то части дорисовали. Дорисовываем из своего прошлого опыта. Поэтому мы партнера при первом знакомстве, которому у нас химия тела сработала, нас тянет к нему природно. Мы его начинаем идеализировать. Нам же хорошо рядом с ним, тело-то понимает, что когда я здесь рядом с ним, я как-то вот, мне так хорошо, я счастье испытываю. Давай-ка я тебе, милая девушка, дорисую на этого парня какие-то такие классные черты. Пусть он тебе еще больше нравится, чтобы ты еще больше хотела к нему подойти, еще больше мы кайфовали. Вырабатывается такая зависимость немножко, к нему стремимся и награждаем его теми чертами личности, которыми он, может быть, и не обладает. Второй раз, третий встречаем, дорисовываем еще что-то, что-то где-то увидели. И, в общем, пока мы находимся на вот этой первой стадии влюбленности, мы живем немножко вне реальности. У нас такая, знаете, своя картинка на этот счет в голове, которую мы отчасти сами придумали, сами того не хотя, но нам хорошо. И это главное. Это влюбленность. И сейчас я скажу вам самое важное, что нужно знать людям, которые находятся в длительных отношениях. Влюбленности наступают в течение жизни, могут наступать очень много раз. Даже находясь в длительных отношениях с человеком, например, вы живете с ним 20 лет вместе, периодически и у вас, и у него может быть такое, что вы будете, например, сидеть в ресторане и увидите за соседним столиком лицо противоположного пола, которое вам понравится, покажется крайне симпатичным. Подумаете вы, вот была бы я одинока, я бы точно ему улыбалась. И дальше вы решаете, идти за этим чувством или нет. То же самое у мужчин. Как бы он, мужчина, не любил свою жену, периодически в течение жизни ему будут нравиться какие-то женщины. Часть ему будет нравиться просто внешне. Он будет смотреть и думать, какая классная баба, вот она внешне прям очень мне нравится. А какие-то могут ему нравиться прям вот, ой, меня так с ней тянет, она прям такая вот, я бы хотел. И, соответственно, наступает дальше измена или нет, зависит от двух моментов. Первое, хочет ли баба на том конце провода ответить ему взаимностью, если он делает к ней шаг какой-то, начинает, например, с ней заигрывать. И второй момент, точнее, с этого надо было начинать, а вообще мужчина-то собирается клеится к ней или нет. То есть часть мужчины, которые не изменяют, они просто в такие моменты ставят вот это чувство, она мне нравится, на стоп. Стоп, я это дальше не развиваю. Стоп, я не строю ей глазки. Стоп, я не подкатываю к ней. Стоп, я не рассматриваю ее. Однажды я даже услышала такое интересное от мужчины объяснение, что он делает в такой ситуации. Он говорит, да, когда у меня такое случается, знаешь, я останавливаюсь и начинаю рассматривать, наоборот, эту женщину и искать в ней специально какие-то недостатки. Потому что недостатки можно найти абсолютно в любом человеке. И я присматриваюсь к ней, думаю, да, она классная, она мне нравится, но вот что-то у нее тут, не знаю, там нос с горбинкой и волосы какие-то редкие. То есть он специально начинает это все замечать и раздувать, утрировать, чтобы объяснить себе, почему он не поддается на это чувство и не идет за ним дальше. То есть первое, что важно здесь понять, если вам вдруг, когда вы находитесь в отношениях, кто-то понравился еще, кроме вашего мужчины, или вашему мужчине, вы замечаете, что кто-то нравится еще, пожалуйста, не ставьте на это клеймо, значит, я не люблю моего партнера. Или если он посмотрел на кого-то, и вы понимаете, знаете, что она ему понравилась, не ставьте клеймо, такую печать, он меня не любит. Это неправда. У всех абсолютно людей в мире это случается в длительных отношениях. Это вопрос времени. Второй момент, который важно здесь понять, что влюбленность и любовь
это не одно и то же. За влюбленностью, если люди осознанно принимают решение начинать отношения, то начинает формироваться любовь между ними. Любовь – это процесс такой, когда мы любим партнера, который возможен только если мы что-то вкладываем в эти отношения с этим человеком. Мы где-то вместе время провели, мы где-то за ним поухаживали, где-то он за нами поухаживал, и нам это приятно. То есть мы как-то питаем и укрепляем постоянно вот эту взаимосвязь, где формируется доверие к человеку, привязанность, где формируется для нас место, куда мы приходим получить заботу и внимание. То есть мы с партнером встречаемся, и мы уже знаем со временем, что если я скажу ему это, там, он мне ответит вот так заботливо и приятно, и мне будет хорошо. То есть я могу сюда прийти за заботой, и я уже знаю, как ее здесь 100% получить, да, то есть мы немножко уже начинаем манипулировать друг другом. То есть любовь – это то, на формирование чего нужно время. И когда уже любовь сформирована, дальше нужно постоянно что-то туда докладывать. То есть представьте, что это камин с огнем, который постоянно нужно дровишки подбрасывать. И чем больше дровишек вы туда подбрасываете, но важно оба, а не один. Потому что если один постоянно вкладывает в отношения, а другой нет, то тому одному рано или поздно в любом случае надоест. Он почувствует себя обделенным, что я пашу за двоих, я даю за двоих, я напрягаю за двоих, а там нет все время ответа, там второй так не делает. Рано или поздно всегда это надоест человеку. Поэтому это камин, в который дрова нужно подбрасывать обоим. Но в такие моменты, когда мы дров туда подбрасываем мало или постоянно подбрасывает один, и он однажды устал, вот это чувство любви друг к другу, оно все становится меньше, меньше, меньше. И в этот момент вы можете начать чаще влюбляться в кого-то где-то вот в социуме, в людях, среди друзей общих, встречать кого-то, кто вам симпатичен, на улице. То есть вы становитесь, ваша потребность на контакт с противоположным полом становится недостаточно выполнена. Как будто вы, знаете, вы такой тамагочи, который нужно кормить контактом с противоположным полом. Нам всем это нужно природно, в любом случае. И если вот вы как тамагочи, вас не докормили этим, у вас такая, заряд такой батареечки, да, показатель такой почти на нуле, вы интуитивно, сами того, возможно, не замечая, стоп, сейчас важно понять, что все, что я говорю, это не только про вас, например, если вы женщина, но и с вашим мужчиной то же самое происходит. То есть это одинаково и для мужчины, и для женщины. И вот вы тогда, когда ваш вот этот показатель получения любви от противоположного пола, игры в любовь с противоположным полом, показатель становится почти на нуле, вы интуитивно, сами того не замечая, бессознательно выходите в мир и как бы немножко голодный на это, начинаете вокруг замечать, что а вот тот парень симпатичный, или мужчина заметит, какая у нее там красивая грудь, допустим. Вот так это устроено. Почему случаются кризисы в отношениях? Но такие моменты кризисов, они очень полезные, потому что в эти моменты как бы вылезают наружу все сценарии, в которые мы проживаем с нашими партнерами. А мы всегда влюбляемся в людей из нашей травмированной части личности. Мы всегда притягиваемся к противоположному полу на какие-то наши травмы. И поэтому мы в отношениях можем либо добивать друг друга слабые места, либо тереться и там, где нам больно, душевно, где мы не сходимся, где конфликты, смотреть туда в идеале вместе с психологом и становиться там более здоровыми личностями и расти как личности. Что делать, когда кризис в семейных отношениях? Вы, конечно, можете смотреть огромное количество видео, например, на YouTube на эту тему, проходить курсы. Я снимаю очень много видео на YouTube на эту тему. В будущем будут, наверное, курсы. Но поймите, пожалуйста, что
До тех пор, пока вы конкретно в стену не уперлись, вы можете действительно получать вот так открыто очень много полезной информации, как-то ее внедряете в вашу жизнь, в ваши отношения, и что-то может становиться лучше. Но если вы уперлись в реальный тупик, то вы оба чего-то не видите. При этом вы будете супер уверены, что вы оба правы. И будете очень круто обвинять друг друга. И вы будете реально слепы в некоторых местах. Это называется слепые пятна, где мы не видим чего-то. И вот тут нужен третий сторонний наблюдатель. Есть такое очень красивое слово фасилитатор. Это из английского языка, но его вот в этой сфере психологии и в русском употребляют много. Это такой как бы модератор отношений, то есть человек независимый, который смотрит на проблемы и как бы со стороны, сторонним наблюдателем более трезво видит, у него более широкий взгляд, и он может подсказывать, где что не так, помогать договориться. Это психолог. Но если вы когда-то решитесь, вам понадобится семейная психотерапия, где вы с мужчиной вместе пойдете к психологу, то из своего профессионального опыта рекомендую вам выбирать для этого именно пару мужчина и женщина. Я об этом много раз повторяю на своем канале, что если вы идете парой, берите тоже пару, потому что если вы с мужем придете и возьмете одного мужчину или женщину-психолога, вы 100% попадете в психологический эмоциональный треугольник. Это знаете, что такое? Это как треугольник, где есть, например, любовница, любовный треугольник. Это то же самое, только психологически. То есть психолог, мужчина или женщина, в какой-то момент не сможет уже относиться к вам одинаково. У него появится 100% какой-то любимчик, или муж, или жена, кто с ним как срезонирует. И он будет уже не нейтральным, он будет волей-неволей одного кого-то больше как бы защищать, другого склонен больше обвинять, поэтому всегда обязательно нужно стараться по возможности брать пару психологов, которые работают в связке, вместе, прям вы будете встречаться вчетвером. Это мужчина-терапевт, психолог и женщина-терапевт, психолог, тогда любовных вот этих эмоциональных, психологических треугольников, скорее всего, не будет. Вот, в принципе, к этому я и пришла в своем семейном кризисе с мужем. Мы договорились и решили начать ходить тоже в семейную терапию, начать при помощи психологов видеть те места, которые мы не видим друг у друга в наших отношениях, и расти, учиться, любить друг друга более по-взрослому, меняться, лучше договариваться и находить еще больше точек соприкосновения, а точки, где мы не очень соприкасаемся, научиться их обходить стороной и реализовывать какие-то свои потребности, которые мы не можем вместе, в которые моменты мы, например, ругаемся. Ну, там, не знаю, например, один из нас хочет, допустим, там, помогать очень кому-то. И вот, окей, знаете, такого спасателя проигрывать чуть-чуть, допустим, я вам помогаю, похвалите меня, окей, но я, допустим, там, сейчас как бы это корректно сказать, не сильно-то открывая личную жизнь, в паре один, допустим, хочет спасателя проигрывать, и чтобы его хвалили взамен, а спасатели очень быстро надоедают окружающим. Так вот, чтобы не сваливать эту нагрузку ожиданий похвалы на второго партнера, этот при помощи, допустим, семейной терапии поймет свою особенность и найдет в своей жизни вне семьи, где можно это реализовать. И тогда в семье все станет более гладко. И таких моментов в каждой семье на самом деле всегда несколько. Вопрос терпения. Есть такая, на прощание этой теме скажу, есть такая жизненная мудрость, что отношения, пара держится до тех пор, пока у женщины хватает терпения. Это да. Так живут очень много семей. Это правда. Пока женщина супертерпелива, любые отношения могут очень долго существовать обычно. Из жизненного опыта, вот что я наблюдаю. Но я не за то, чтобы терпеть, а за то, чтобы каждый был счастлив. А в терпении, терпение – это жертва. Там нету счастья личного, там нужно забить на себя, затоптать, как бы раствориться и играть в служение. Я против этого, но тогда, когда-то наступает момент, когда нужно вместе расти и учиться жить по-новому, становиться мудрее и психологически более развитыми личностями. Я сейчас почитаю ваши вопросы.
и с радостью на них отвечу. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Так, Ксения спрашивает, можно ли сохранить отношения в одиночку? Мне очень важно быть около него, жить для него, но что для этого делать, если ему все равно? Вопрос от Ксении. Вопрос от Ксении. Ксения, дело в том, что отношения – это всегда два. Хорошо, когда не три, да, не любовный треугольник, два. И если один долго, очень сильно пытается в одиночку сохранять, вот если второй позволяет это и как бы, окей, ты там что-то делай, напрягайся, я, в принципе, побуду с тобой рядом. Такие отношения могут какое-то время длительное, может быть, даже длиться, но рано или поздно вам и любой женщине, которая в одиночку хочет сохранить отношения, это надоест. Обычно женщины идут на это из состояния зависимости. Почему женщина так сильно хочет быть именно с этим одним мужчиной и при этом чувствует к нему дико сильную любовь и привязанность? Потому что обычно очень страшно остаться без него. За этим скрывается чувство «я без тебя не выживу», «я в чем-то зависима», может быть финансовая зависимость, когда женщина не умеет зарабатывать достаточно денег сама. Может быть, какая-то зависимость другая, например, у нас общий ребенок, а из моего жизненного опыта, из опыта моей семьи, думает женщина, если родители разводятся и ребенок остается в таком крахе, это для ребенка очень плохо. Нет, давай любой ценой сохранять. Ты не хочешь сохранять? Давай я буду сохранять. То есть в любом случае что-то вынуждает женщину становиться такой зависимой и такой готовой столько в это вкладывать. Я бы рекомендовала обратить на это внимание и научиться быть независимой от этого мужчины. Почему? Потому что счастье там, где мы оба партнера, в принципе, окей, нам прекрасно жить в этой жизни, мы любим жизнь, мы наслаждаемся жизнью, мы кайфуем от жизни и в одиночку. Но я встречаю тебя, влюбляюсь, и я понимаю, что мне без тебя так классно, но с тобой мне еще лучше. Почему? Потому что именно в паре можно больше сфер, можно больше сделать совместного, что приносит радость и счастье жизни. В паре мы просто можем больше реализовать себя и почувствовать больше счастья. Вот когда мне и без тебя окей, а с тобой еще лучше, вот это счастливые отношения. Когда мне без тебя мир не в радость, мне очень нужен именно ты, а именно с тобой я счастлива, то это болезненные отношения. А вот если партнер, когда женщина вот так готова сохранять, еще и не хочет принимать даже это, то есть вот прям отталкивает себя, перестань, уйди, ничего не хочу, ничего мне не в радость, ты меня на свидание зовешь, какие там свидания, я тебя видеть не хочу. Точно лучше уходить. Будет плохо, будет больно. Уходить, идти к специалисту, психологу, находить вот этот дефицит внутри, чего так сильно не хватает, что так сильно привязались к кому-то, наполнять, учиться наполнять себя саму и становиться независимой во всех смыслах. Как в финансовом, так и в душевном, в эмоциональном, в психологическом. Это здоровое состояние человека. И дальше уже из здорового состояния встречать нового партнера, и он будет уже другим. Потому что пока мы в чем-то немножко не в порядке, нам встречаются одни и те же сценарии в жизни. Так, я почитаю еще ваши вопросы. Даша, здравствуйте. Наталья, очень интересная тема сегодня. Здравствуйте, Даша. Ох, какая серьезная и интересная тема. Тема действительно интересная и действительно серьезная. Екатерина, добрый вечер. Татьяна, добрый вечер. Приятный сюрприз, пишет Татьяна, под вечер понедельника эфир от вас на Ютубе. Я рада, что мы сегодня здесь встретились в эфире. Нигина Аминова пишет, добрый вечер, вы мое лекарство, дорогая. Нигина, очень рада быть вам полезной. Виктория спрашивает, Виктория задает вопрос. Здравствуйте, как спасти отношения с мужем? Он хороший, не пьет, зарабатывает нормально, но мне стало скучно с ним, спрашивает Виктория.
Виктория спрашивает про такую очень стандартную ситуацию, она действительно очень часто случается вокруг. И, Виктория, вы большая молодец, что вы задумываетесь вообще в этом месте о том, что чувствуете, что что-то не в порядке, и одним тем, что вы задаете такие вопросы, может быть, даже сами себе или тут здесь для видео на моем канале, вы уже как бы заявляете миру, что я претендую на что-то большее, я на это не согласна, и это здорово. Потому что очень большое число людей, количество людей живут вот так всю жизнь, и особенно наши предки, наши родители, вот люди того времени, где браки, где была другая статистика по разводам, она была красивая, хорошая, люди разводились меньше, но за счет чего? За то, что большинство из них жили вот именно так, когда визуально все окей, я окей, в принципе, социально, хорошая жена, мама, детям стираю, есть готовлю. Он окей, не пьет, зарабатывает, но счастья у нас нет, ну а что еще нам надо, все так живут, давайте так жить дальше. Так вот, раньше так жили, потому что люди были очень зависимы друг от друга, потому что меньше женщин было самостоятельных, потому что так было принято очень жить, и общество очень сохраняло вот эту вот зону такой, знаете, комфорта, стабильности, и чтобы не было страшно, что все вокруг разводятся. Сейчас мир стал более свободным, и люди наконец-то начали чувствовать, что это не норма, не нужно делать это нормой. Действительно, можно, я в это верю, можно жить с партнером много-много-много лет с одним и тем же, и при этом обоим кайфовать в этих отношениях. Да, отчасти то, что сейчас очень много говорят в интернете про женское состояние, и что именно женщина задает искру отношениям, именно женщина задает настроение отношениям. Отчасти это правда. От женщины зависит многое. Но часто женщина не может создавать вот это вот настроение в отношениях, фон такой, да, эмоциональный, потому что она чувствует, что что-то не то. Обычно причина в том, что мужчина потерял смысл жизни. Обычно, когда мы, женщины, видим, что наш мужчина энергичен, он добытчик, у него горят глаза, у него есть любимая работа, на которой он классно реализуется. То есть, знаете, такое вот же есть колесо баланса, на самом деле очень классная штука, я сама ее регулярно делаю. Мне это помогает более трезво смотреть на свою жизнь и замечать вовремя, в каких сферах жизни нужно мое внимание сейчас, где что-то проседает. Вот. И если у жены муж, условно, по колесу баланса, по этим всем сферам, более-менее в порядке, то есть он социально общается с людьми, у него есть друзья какие-то, с которыми он по-мужски общается, он на работе зажигалка, у него есть какое-то любимое дело, где он горит энергией, огнем, что-то делает, у него там получается, он домой приходит, и он видит вас, жену, он видит там детей, то есть он участвует в этом, он готов ездить путешествовать, то есть такой вот активный, то обычно рядом с таким мужчиной у жены получается создавать нужное состояние и давать нужный фон отношениям. И тогда вот та ситуация, что вы описали, не случается. Поэтому первое, если бы ко мне пришел клиент с такой ситуацией, вот так начал бы разговор, да, на консультации, первое, что я начала бы расспрашивать, а как мужчина, а что с ним, а где он сейчас работает, доволен ли он своей работой, в каком настроении он обычно находится дома. Потому что женщина все-таки идет за мужчиной. И действительно, женщина не может включиться и держать эмоциональный фон, если с ее мужчиной сейчас что-то не в порядке. Но давайте вспомним очень важный момент, что все, что я говорю вот так открыто, бесплатно, разбирая по вопросам, это лишь один из вариантов, более часто встречающийся. Конечно же, в каждых отношениях все индивидуально. У вас могут быть какие-то другие подводные камни, которые там вскрылись бы на консультации при личном общении. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте мои слова как 100% подходящие под вашу историю, но попробуйте присмотреться. Возможно, вы что-то там для себя увидите с его стороны, что сейчас с ним не так.
Вот. Вот, давайте перейдем к следующему вопросу. Алина, добрый вечер. Алина пишет: добрый вечер. Наталья, интересно было послушать про то, что такое влюбленность. Спасибо. Ольга задает вопрос. Добрый вечер. Очень больно осознавать то, что взаимопонимание, которое мы строили годами, вдруг утрачивает чувство, страсть, романтику. Что делать, когда взаимопонимание, которое строили годами, утрачивает чувство, страсть и романтику? Я бы рекомендовала самое первое, и иногда сложно, честно скажу, это сделать, но это вот самое важное, без чего никак не продвинуться в такой ситуации. Поговорить с партнером. И не просто один раз поговорить, а прям пробовать много раз очень глубокие, открытые разговоры. Не все мужчины готовы к таким разговорам, но мне кажется, это все-таки очень важно, чтобы инициатива была от женщины, чтобы женщина не сдавалась, пробовала много раз. Здесь, если честно, задача женщины вести в паре вот этот настрой, нам нужно глубоко, откровенно об этом поговорить. И задача женщины показать мужчине, дать ему объективно почувствовать, что я готова слышать правду. Я готова не истерить, не переключаться на эмоции, а слышать тебя, слушать тебя и стараться тебя понять. Если мужчине донести до его осознавания, что, во-первых, ты можешь мне сказать, я действительно готова услышать какие-то разные вещи, я не буду истерить по этому поводу, давай по-взрослому разговаривать. И второе, что без глубоких, серьезных разговоров мы с тобой просто дальше не продвинемся. Если ты хочешь тоже вложить что-то в наши отношения, если ты заинтересован, как и я, в том, чтобы мы дальше оставались парой, пожалуйста, восприми это всерьез. Нам действительно важно об этом разговаривать. Если в паре, когда начинаются такие периоды тухлости, я бы так сказала, пара начинает подтухать, нету страсти, романтики, взаимопонимания, все как-то сходит на нет, то тут без открытых разговоров не сдвинешься, честно. И важно все-таки к ним прийти. И важно показать мужчине, что, во-первых, это необходимо, во-вторых, ты мне можешь говорить все как есть. Мужчины обычно не умеют этого, но если вы сможете научить вашего мужчину, да, сможете сделать это частью ваших отношений, вы очень много кризисов семейных сможете проходить самостоятельно и действительно улучшать отношения. Что в этих разговорах важно? О чем говорить, собственно? Первое. О потребностях, о своих и о его. Что тебе, дорогой мой мужчина, нужно от отношений? Что тебе важно получать от меня? Что тебе не нравится сейчас в отношениях? Что ты любил во мне раньше? Что тебе никогда не нравилось раньше? А как сейчас? А чего бы ты хотел? Чего тебе не хватает? А что вообще в твоей жизни сейчас происходит? Интересоваться им и узнавать детально, чтобы не додумывать самой, что ему вообще нужно с вами, что его питает, находясь с вами. И то же самое говорить о себе. Ты знаешь, я в тебе любила то, а сейчас люблю то. А вот мне никогда не нравилось это, а вот сейчас мне нравится это. И давай как-то договариваться, давай учиться, находить много точек соприкосновения и точки, где мы не соприкасаемся, нам что-то не окей, расходиться и удовлетворять их как-то отдельно в своей жизни. Я сейчас посмотрю еще вопрос. Ульяна, добрый вечер. Ангелина, добрый вечер. Присоединяйтесь. Наталья, добрый вечер. Наталья задает вопрос. У меня отношения на грани разрыва. Не хочу терять, но не могу пойти на его условия. Помогите советом, как найти компромисс.
У меня отношения на грани разрыва, не хочу терять, но не могу пойти на его условия. Помогите найти компромисс. Наталья, если вы действительно уже пробовали разговаривать с вашим партнером, а судя по тому, что в вашем вопросе написано, что его компромисс вас не устраивает, значит, вы уже искали этот компромисс, да, он какой-то найден, но он вам не подходит. Я бы рекомендовала вам вместе идти к семейному психологу, как я всегда добавляю, к двум. Всегда, если вы идете парой в семейную психотерапию, искренне рекомендую, сама так вот сейчас буду пробовать. Верю в то, что именно это работает, когда два психолога, мужчина и женщина, работают с парой одновременно, чтобы избежать психологических треугольников, когда один психолог работает с парой, всегда появляется в этой паре любимчик, которого больше защищают, холят, лелеют, и вместе начинают воевать с кем-то одним, там, например, с мужчиной, да, и доказывать, что он виновен. То есть случается такой профессиональный перекос, его сложно избежать. Поэтому, если уже разговаривали, если компромиссы какие-то подобраны как варианты, но вам это не устраивает, и ваш компромисс, который вы, например, предлагаете, не принимается, вы знаете, значит просто вы не можете договориться сами. Если вы сами не можете договориться, вам нужна помощь со стороны. Помощь со стороны дает возможность расширить коридор вашего видения как пары, потому что у вас есть какой-то коридор, как вы видите эту жизнь. У вашего партнера есть коридор, как он видит эту жизнь. И на двоих у вас есть вот такой коридор, как вы видите эту жизнь. А когда в ваши отношения добавляется еще такой модератор отношений в виде пары психологов, у них есть коридор, и их коридор широкий, потому что у них образование в этой сфере. Их учили работать с этой темой. Их коридор очень широкий по сравнению с тем, какой у вас. Ну, плюс, естественно, их опыт консультирования пар. И по идее, когда вы встречаетесь потом на сессиях и рассказываете про ваши проблемы, про ваши компромиссы, у вас коридор такой широкий, что вы находите уже в нем много разных компромиссов, которые становятся приемлемыми и для вас, и для вашего партнера. Здесь рекомендация у меня к вам только такая. Так, еще вопрос посмотрю. Ольга пишет: благодарю, что ответили на мой вопрос. Ольга, рада быть вам полезной. Виктория пишет: спасибо за советы и поддержку. Виктория, удачи вам в вашем вопросе. Ангелина задает вопрос. Наталья, смотрю ваши видео постоянно. Подскажите основные признаки скорого разрыва с любимым человеком. Я чувствую, что скоро наши отношения закончатся, но, может быть, я ошибаюсь. Основные признаки разрыва в отношениях. Основные признаки разрыва в отношениях. Будет разрыв в отношениях или нет, зависит только от людей. Из опыта. Есть ситуации, где, ну, казалось бы, многие пары здесь проходят. Да, трудновато, трудно, ну, как-то, знаете, это как... Помните мультик «Винни-Пух и Пятачок», где Винни-Пух объелся меда и не мог вылезти в дырочку из норки у Пятачка, и он там застрял, да? И вот Пятачок его там выдавливал. Вот представим эту ситуацию. Вот есть очень много пар, которые застревают в дырочку, ну, чуть-чуть совсем, и как-то раз-раз потужились и проскочили. А бывает, в эту же дырочку пара с такими же историями заходит, и они начинают так не сговариваться, что, казалось бы, здесь многие проскакивают легко, а они не проскакивают и расстаются. А бывает наоборот. Попадает пара в такую дырочку узкую, что там обычно все застревают и расходятся, а они так стараются все-таки прижаться друг к другу, прислушаться, признать, что каждый из них где-то не прав, узнать что-то новое. Идут, может быть, к специалистам и ищут помощь на стороне. Научите нас любить друг друга, спрашивают они, например, психолога. И, казалось бы, там, где другие не проходят,
Они раз такие прижались, не знаю, маслом там их смазали, и они проскочили. Здесь нету признака. Но еще, возможно, вам будет полезно знать, что очень много пар есть, которые расходятся, а потом снова сходятся. То есть разрыв отношений часто это не точка, это лишь многоточие. Поэтому разрыв отношений, я бы не стала его рассматривать как что-то, на чем стоит фокусировать свое внимание. Лучше фокусировать внимание на простом вопросе. Что я могу сегодня сделать, чтобы решить проблему в наших отношениях? Важно не подстроиться, не угодить ему, не потерпеть еще, а решить проблему, решить причину, по которой наши отношения дальше не складываются. Вот на этом действительно полезно фокусировать внимание. Еще вопросы? Светлана, добрый вечер. Так, еще один вопрос. Почему в нашей культуре нет привычки говорить комплименты друг другу в браке? Если мужчины еще говорят их иногда, когда провинились, например, да, то женщины после нескольких лет в браке говорят их очень редко. Почему в нашей культуре нет привычки говорить комплименты партнеру в браке? Это очень интересный вопрос. Я думаю, да нет, я уверена, что причина в том, что нас не научили этому в детстве. Мы, взрослые, по сути, это совокупность нашего опыта в детстве, когда мы неосознанно обучаемся жить от наших родителей, от социума, в котором мы были, от общества, кто нас там окружал, какой учитель у нас был в школе, какая бабушка с нами сидела, какая соседка, не знаю, там в деревне коз пасла, и мы иногда с ней разговаривали, то есть где мы выросли. И когда мы маленькие, мы учимся этому, даже не замечая того. И вот мы сегодня все взрослые, в том числе и наш навык говорить комплименты или нет этого навыка говорить комплименты, это совокупность того, что мы в детстве видели, плюс чему мы уже осознанно научились во взрослом возрасте. Это знаете, как мы там языки учим осознанно во взрослом возрасте, потому что решили его учить. Или спортом занимаемся осознанно. Так и комплименты мы можем научиться осознанно говорить во взрослом возрасте, просто поставив себе такую задачу и поняв важность этого. Но если мы специально этому не научились, и в детстве у нас не было примера перед глазами, где, например, женщина бы в паре, в семье говорила мужу своему комплименты, то нам неоткуда взять этот опыт. При этом я сейчас живу в Испании и наблюдаю за испанскими семьями. И вы знаете, в Испании это умеют делать. Они изначально своих детей в детстве очень много хвалят. Например, любая испанская женщина, ну, плюс-минус за каким-то исключением, всегда считает себя красивой, независимо от того, объективно красива она или нет. То есть она может весить под 100 килограмм, она может быть, не знаю, там, с кривым носиком, с какими-то нестандартными чертами лица, то есть не подходить под каноны красоты, но она будет внутри вот прям на 100% уверена, что она красивая. Почему? Потому что у них на автомате, на автоматизме, не задумываясь, все родители говорят своим детям одну и ту же фразу с момента самого рождения, вот с пеленочек. «Ну, ты какая красивая девочка», там по-испански они это говорят. «Какой ты красивый мальчик», там, ну, окей, про мальчика не уверена, может быть, мальчику другой какой-то комплимент, но девочкам это точно говорят. И вырастает девочка, которая в любой ситуации, у них вот проблем с самооценкой по теме красоты вообще нет. У нас в русской культуре не всем девочкам это говорят, не всем говорят, что они умные и красивые, не всем мальчикам говорят, какие они молодцы, что там, не знаю, завоевали царем какой-то горы в детстве стали, да. И точно так же мы смотрим на наших родителей в детстве, и что мы видим? Вот вспомните сейчас прям своих родителей глазами ребенка, себя.
Вы слышали, чтобы ваша мама говорила папе много комплиментов? А папа маме? Это наш опыт. Но очень важно, что все мы взрослые можем поставить себе задачу научиться по-новому, определенным образом потренировать это, и тогда это войдет в нашу привычную жизнь. Собственно, есть такой метод психологии, когнитивно-поведенческая терапия, которым я сейчас начинаю активно заниматься. Он мне очень интересен именно тем, что там люди обучаются осознанно получить во взрослом возрасте уже те навыки, которые хорошо бы всем иметь, которые очень полезны для жизни. Но в детстве не было примера, не было окружающей среды, где эти навыки бы естественным путем ребенок получил, просто находясь, говорится, в нужное время, в нужном месте, и просто копируя то, что его окружает. Так, что у нас еще есть? Марина Шкадун, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Даша задает вопрос. Как разнообразить семейные отношения с мужем? Что может придать прежней остроты в отношения? Как вернуть времена букетов и СМС с пожеланиями и признаниями? Даша, это сделать очень легко. Просто найдите способ, как вы и муж одновременно на какое-то время уберете из вашей жизни, как бы отодвинете в сторону все другие сферы жизни, которые затрачивают ваше внимание, которые как бы куда вы отдаете внимание. Например, если у вас дети, отправьте их на лето к бабушке там, или на каникулы какие-то. Ну или там найдите любой другой способ, да, как дистанцироваться, потому что вы даете детям внимание. Если у мужа работа, где ему нужно постоянно вникать во что-то, найдите способ, как отодвинуть это на время. Может быть, взять отпуск. Если у вас около дома много с кем вы контактируете, там знакомые, родственники, друзья, периодически встречаетесь с кем-то, на лестничной площадке соседка постоянно разговаривает, уйдите на время из привычного мира в новый мир, только вдвоем. Идеально, если вы улетаете в какое-то путешествие, где вы еще ни разу не были, и убираете телефоны, минимизируете их. И все рабочие контакты вы перекрываете на это время. Мир «я для тебя недоступен». Мы остались только вдвоем в новом месте. Вы, например, подруг своих всех отодвигаете и перестаете с ними на какое-то время общаться и говорите: у меня випассана, девочки. Випассана – это такой интересный метод духовной практики, когда человек вообще ни с кем не разговаривает какое-то время. Просто вот молчит и никому ни слова не говорит, ничего не читает. Ну вот здесь и сейчас, да. Поэтому я шучу, конечно, но как-то отодвигаете. И когда вы остаетесь только вдвоем, и вам в новом месте, и вам больше некуда отдавать свое внимание, кроме как друг другу, поверьте, у вас возникнет интерес друг к другу. Это, по сути, аналог, как остаться на необитаемом острове, где общаться особо не с кем. Потому что если вы приедете в путешествие, давайте пофантазируем, например, через неделю вы вдвоем летите в Берлин, убираете детей бабушки, подруги все отдыхают неделю, он убирает работу, вы все свои дела, и вы только вдвоем. И, допустим, вы никогда там не были, и вот вы в Берлине вдвоем. Да, вы будете разговаривать с другими людьми, это не необитаемый остров. Например, вы заселитесь в гостиницу и будете разговаривать с персоналом, там вы пойдете в магазин, в ресторан, будете общаться, но это будут такие минимальные такие разговоры, неглубокие. И вы волей-неволей посмотрите снова друг на друга. И это на какое-то время вернет внимание друг к другу, смски, интерес, общение, романтику, свидания. Но если в ваших отношениях есть серьезные глубокие проблемы, которые в обычном быту, где вы растрачиваете свое внимание по сторонам на работу, друзей, детей, вы эти проблемы как бы обходите временно взглядом, типа я не вижу, что вообще-то у нас тут крах, как мы уже назрел какой-то конфликт, то вот в таком уединении у вас это взорвется как вулкан, выйдет наружу. Поэтому
Возможно, то, что вы хотите сейчас, это не то, что вы на самом деле хотите. Потому что если это все ушло, обычно две причины. Либо есть очень серьезный какой-то конфликт, который такой скрытый, необсуждаемый, потайной, и тогда интерес друг к другу пропадает, хочется отдалиться из-за вот этой недоговоренности. Либо перекосило по жизни. Может быть, муж завалился в работу, может быть, он трудоголик, может быть, он не умеет выстраивать баланс в жизни, а может быть, не знаю, говорить, не говорить, любовный треугольник, и кто-то не замечает этого часто. Ведь мужчина, который на стороне имеет другую женщину, он меняется часто, они меняются по-разному. Кто-то, наоборот, дома становится более пушистым, нежным, ласковым, чтобы жена не заметила, кто-то, наоборот, более холодным, да, там свои есть особенности изменений. Но куда-то, значит, его внимание очень сильно перетекает от вас. И, может быть, лучше задуматься о том, куда оно утекает и почему вы пришли в эту точку. И, наверное, так что у нас по времени, наверное, еще один вопрос. Екатерина спрашивает, иногда мы сердцем понимаем, что с нашими отношениями уже что-то не так, но умом все равно упорно отказываемся в это верить. А стоило бы прислушаться. Как научиться слушать себя? Как научиться слушать себя? Почему человек может вообще оказаться в такой ситуации, где понимает, что что-то сложно себя послушать, почувствовать? Дело в том, что мы сейчас все абсолютно живем в бешеном ритме жизни. Люди в мегаполисе это хотя бы понимают, потому что вокруг он бешеный, и ты как бы понимаешь, раз я в такой обстановке, наверное, я живу в бешеном ритме жизни. Но даже люди, которые где-то там в провинции, в небольших городках, при наличии интернета все равно живут в бешеном ритме жизни. Почему? Когда мы даже в интернете просматриваем какие-то картинки, которые мы свайпаем одну за другой, ТикТок особенно, где ролики по 15 секунд, и наше внимание вот так, вот так. Вот это наблюдение за большим количеством контента в интернете, там статьи перелистываем одну за одной, вырабатывает у нас в теле слишком большое количество дофамина. Дофамин – это такой нейромедиатор, проще говоря, гормон, который, знаете, как ощущается по типу такого возбуждения радостного, это приятно, такое желание, еще что-то сделаю, еще что-то сделаю. И наше тело привыкает жить в завышенной дозе вот этого дофамина. И тогда нам становится в жизни сложнее добиваться своих целей, нам становится сложнее на чем-то фокусироваться, и в том числе мы сложнее чувствуем себя. Абсолютно все психологи и телесные практики на вопрос, как почувствовать себя, дают один и тот же ответ. И я вам тоже его сейчас дам. Для того, чтобы почувствовать себя, нужно замедлиться. Если вы правда хотите научиться слушать себя, попробуйте замедлиться. Как это сделать? Попробуйте какой-то промежуток времени ежедневно тратить только на себя, без общения с другими людьми и без социальных сетей, телефонов, гаджетов. Просто я, просто мое тело, просто мои мысли, просто мои чувства. И немножко это попрактиковав, вы начнете замечать, что ваше тело начинает вам откликаться и давать какие-то сигналы. Просто раньше до вас было стучишь, не достучаться. Тело в какой-то момент думает, да что мне стучаться ей и говорить о том, что я хочу, чувствую, что вообще со мной происходит, если она меня не слышит. А тут, когда вы замедляетесь, тело начинает замечать, что вы готовы его услышать в этот момент, и он начинает давать вам какие-то сигналы. У вас начинает развиваться чувствительность. Плюс еще помогает наблюдение. Как это сделать? Идете просто по улице и даете себе такую задачу, ставите, даете себе такое задание. Я сейчас буду просто наблюдать, что меня окружает. Идете и смотрите, дерево, листик,
Какой листик? Красивый, мне нравится. Лужа на улице, грязная такая, не нравится мне. То есть, понимаете, сначала замечаете что-то, что вас прям окружает каждую секунду, а дальше спрашиваете себя, что я чувствую по отношению к этому. Нравится мне, не нравится. Что я чувствую сейчас, мне тепло или холодно. То есть научиться слышать себя – это навык, который мы теряем в современном мире из-за того, что мир очень быстрый, слишком быстрый для нас. Наше тело начинает перестраиваться и не успевает за этим, мы теряем чувствительность в этой гонке жизни. И мы теряем этот навык. И его очень полезно возвращать себе, развивать, потому что, собственно, вся психология про это. Научиться слышать себя, потому что быть к себе бережным, а это супер важно, можно только когда вы хорошо слышите себя, свои потребности, свои желания, свое состояние. Так, я думаю, что мы, наверное, все на сегодня. Вижу еще один вопрос. Окей, последний вопрос. От Татьяны. Добрый вечер. Как сказать мужчине о разрыве отношений? Стоит ли вдаваться в объяснение или просто уйти? Что посоветуете, как минимизировать негативные последствия для обоих? Я бы рекомендовала всегда не просто уходить, а именно разговаривать и объяснять свою позицию. Спокойно стараться разговаривать. Почему? Если вы были какое-то время в отношениях, но все равно вам этот человек дорог, вы были с ним, все равно он вам не безразличен. Если у вас есть общие дети, так тем более вы всегда уже останетесь связаны через детей. Поэтому это человек, которого вы любили, а те, кого мы любим, нужно стараться обращаться к ним и объяснять им, что происходит с нашей стороны, даже если они нас не понимают. Нас не понимают, это нормально. Мы все можем понять другого ровно настолько, насколько можем его понять. Очень многие вещи мы не можем увидеть, услышать и почувствовать так, как слышит другой. Мы видим мир по-разному. Мы все немножко живем в своей интерпретации этого мира. Так устроен наш мозг. Мы все одни и те же вещи видим по-разному, исходя из того, какой у нас был опыт. Поэтому если вы не будете говорить, а просто ускользнете, это не лучший из возможных вариантов, но если вам совсем невыносимо разговаривать, совсем болезненно, вас это отравляет, тогда вы должны позаботиться о себе, и тогда вы имеете полное право уйти, вообще ничего не объясняя, потому что это проще, чем объяснять, когда вас не слышат особенно, потому что в первую очередь нужно заботиться о себе. Если вы с каким-то человеком в отношениях разрушаетесь, то нужно уйти любым способом. Если вы можете собраться силами, можете что-то изменить, остаться с ним рядом, как-то с ним разговаривать и при этом не разрушаться, то очень полезно это сделать. Екатерина пишет: спасибо за эфир, спасибо всем, кто присутствовал, спасибо, Екатерина, спасибо за ваши замечательные вопросы. Я в эфире с вами почти час. Здорово. До встречи в следующих эфирах. Приходите, задавайте вопросы, я буду рада на них ответить. Подписывайтесь на канал, смотрите видео на тему отношений. Светлана, спасибо. Спасибо. Эфиры здесь, прямые эфиры, стримы будут и дальше проходить, надеюсь, регулярно. До встречи.